Что будет в новой серии сериала Елы Чапкины? Увидим ли мы беременность Сейран? Будет ли у Сейфера совместный бренд? Когда родится ребенок Сейрана и Ферита? Назовут ли Сейран и Ферит своего ребенка Фуат? Все это и многое другое теперь в нашем видео. Не забудьте подписаться на наш канал, поделиться нашим видео и включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых видео. Прежде чем мы начнем наше видео, те, кто хочет, чтобы у Ферит и Сейрана родился ребенок, не забудьте поставить лайк нашему видео, чтобы мы могли узнать свой номер. Во-первых, хотя любовь Сейрана и Ферита в сериале «Елы Чапкины» продолжала расти, с другой стороны, благодаря рисункам Сейфера Карханы в последний момент были спасены от затопления. На самом деле, благодаря рисункам Сейрана и Ферита мы пойдем еще дальше и проследим за приключением бренда Каурхан, чтобы стать звездой, а не спасти себя от краха. Другими словами, сценарий розыгрышей Сейфера, которого мы ждали с прошлого сезона, наконец-то был представлен, и с этим сценарием произойдет много неожиданных событий. Прежде всего, Сейран и Ферит примут меры, чтобы продвинуть этот вопрос с рисованием немного дальше после того, как они спасут Карханы от затопления. Таким образом, мы сможем увидеть собственные общие бренды Сейрана и Ферита, о которых мы упоминали в нашем летнем анализе. Другими словами, по мере того, как рисунки Сейрана и Ферита будут становиться все более популярными, им будет предложено открыть свой совместный бренд. Таким образом, помимо бренда Каурхан, мы станем свидетелями создания собственного бренда Сейфер. Это означает, что отныне Ферит и Сейран будут владельцами собственного бизнеса, независимыми от всех остальных. Таким образом, если сценарий будет развиваться в этом направлении, мы вскоре увидим общие бренды Сейрана и Ферита. Собственно, подробности на эту тему начнут даваться в новых главах. Как вы думаете, увидим ли мы совместный бренд Сейфера? Пожалуйста, не забудьте написать свои прогнозы на эту тему в комментариях. Поговорим о беременности Сейран. Сейран и Ферит снова встретились спустя 2 года. Для Сейрана и Ферита, которая на этот раз сильнее, чем до этого, вскоре начнут происходить ожидаемые сюрпризы. После того, как из них вышел третий человек, Сейран и Ферит снова вывели на свет любовь, которую они похоронили в своих сердцах. Теперь пришло время увидеть первые плоды этой любви. Хотя Сейран и Ферит больше не были неразлучны, как из-за своих рисунков, так и из-за отсутствия давления со стороны семей, они начали сближаться все больше. Можно сказать, что романтические сцены приближаются для Сейфер, между которой уже нет никаких преград. Нам начнут подавать сигналы о том, что мы увидим детей Сейрана и Ферита, которые в скором времени снова поженятся. Таким образом, я думаю, что признаки беременности у Сейрана мы постепенно увидим сразу после этого свадебного события. Возможно, в январе мы даже услышим новость о том, что Сейран беременна, как большой сюрприз. Таким образом, после Нового года мы увидим, что Сейран и Ферит примут новое решение для своих малышей. Так что не волнуйтесь, у Сейфер обязательно будут дети. На самом деле, я думаю, их первым ребенком будет мальчик. Чтобы они могли назвать своего малыша Фуат. Не спрашивайте, откуда вы это знаете. Потому что нам показали 2 большие подсказки по этому вопросу. В первой подсказке персонаж Фуат вернулся в сериал. Хоть Ферит и мечтал об этом, возвращение Фуата всех удивило. Думаю, одна из причин возвращения Фуата будет связана с ребенком Сейфера. Таким образом, Ферит и Сейран назовут своего первого ребенка Фуатом, чтобы снова сохранить жизнь Фуату, которого они считают жертвой своей любви. Вторая подсказка по этому поводу заключается в том, что несколько эпизодов назад, когда Архан и Бетюль узнали пол своих детей, они при всех заявили, что назовут своего ребенка Фуат. Хоть Ферит и Гульган очень на это отреагировали, ребенка все равно не назовут Фуат. Потому что отцом этого ребенка является Тайфун, а не Архан. По этой причине, когда истинное лицо Бетюль откроется, Карханы не усыновят и этого ребенка. Таким образом, поскольку имя Бэби Фуат останется вакантным, Сейран и Ферит назовут этого малыша своим первенцем. На самом деле, я думаю, что идея назвать Фуат ребенка Бетюль и Архана на самом деле была отсылкой к тому факту, что ребенка Сейрана и Ферита назовут этим именем. Итак, малышку Фуат назовут первым ребенком Ферита и Сейрана.
Короче говоря, у Сейрана и Ферита родятся девочка и мальчик, как и в реальной истории. Мальчика назовут Фуад. На данный момент мы подошли к концу нашего видео. Вы можете поделиться с нами своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в других видео. Береги себя. Пока.